Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз на декабрь 2025. Старинный цыганский пасьянс. События на пороге. Давайте узнаем, что с первых дней декабря произойдет, случится, какие события в целом идут на ваш порог. И как раз мы это уточним у карт пасьянса. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Но если мы говорим о событиях, у нас ретро-уран, мои дорогие, в знаке зодиака Телец. Все вопросы, которые связаны с нашим благополучием, ну где-то и с финансами, с домом, продолжением каких-то наших планов и проектов, в конечном итоге тоже можем свести к благополучию и с личной жизни, но это более такое все материальное. Так вот, ситуация может напоминать ту, которая была ровно год тому назад. Вот подумайте, о чем вы мечтали, может быть, не без этого, потому что планы имеют значение, или какие темы были для вас важны. А я оставлю ссылку в описании под видео на декабрь 24-го. Перейдите, посмотрите видео, может быть, для того, чтобы вспомнить, и как теперь складывается ситуация. А мы идем вперед. С какими неожиданностями вы столкнетесь? Что идет на ваш порог? В каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения, что означают эти события? Ну и сами по себе, конечно, события в том числе, в первую очередь. Итак, смотрим. Что для рыб и рыбок? Какова палитра событий? Тревога, мои дорогие. Вот есть какой-то вопрос, тема, которая, наверное, нерешенная. Или вы сами, может быть, это по части планов. Это, кстати, не материальное значение. Это наше внутреннее состояние. Мы, с одной стороны, вы люди интуитивные, вы можете чувствовать, что вот-вот что-то изменится. Может быть, и есть какая-то, ну, так как заноза, с чем вы не согласны, вот тоже как тревога, да? Или приходится корректировать планы, а вы где-то к этому не готовы. Может быть и так, почему нет? Выпадает сердце. Это либо вы добиваетесь сердца, либо кто-то вашего сердца добивается. Но это, конечно, любовь. Давайте посмотрим, что нам еще расскажет. Может быть, тревога по части денег, кстати. Вот финансы, да? Четко нам карты говорят. Итак, идем дальше. Вообще немного значений. Когда значений не очень много, то меньше вот этих неожиданностей. Ну вот смотрите. Пакет. Вообще это пакет документов. Это вы можете готовить какой-то документ, вы можете получить какое-то буквально письмо, но тут больше официальное. Хотя я, конечно, допускаю, может быть, это и касается личной жизни. Или какие-то контракты, договоры. И ретро-уран это всегда с приставкой «пере». Мы что-то пересматриваем, переделываем или перезаключаем. Такое тоже может быть. Хотя я допускаю, у кого-то это СМС, как такое, знаете, новая точка отсчета, и вы будете или включитесь в какое-то дело, будете его или продвигать, или будете разбираться, да, вот с учетом этих мечей, потому что явно что-то вам не ясно, или что-то пока непонятно, зыбко. Это могут быть и откуда к вам приходят деньги, у кого-то решение тем задач по части именно заработков. Что еще совпало? Личная жизнь и финансы, вот как будто, да, если так, подвести какой-то итог. И в нашем раскладе, пасьянсе, мы можем соединить карты, которые находятся в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали. У кого-то из вас дорога. Либо вы готовитесь к дороге. Иногда именно эта карта может говорить о возможной поездке куда-то очень далеко. Особенно в сочетании, вот тоже мы можем соединить, видите, сама по себе дорога и как это открытый путь, ключ, да? Но это еще и жизненный путь. А ведь, правда, вы тут с чем-то определяетесь или с кем-то. Может быть, я вполне могу предположить, потому что у вас тут и сердце.
Ну, может быть, и место проживания, вопросы дома. Или где вы там находитесь, или планируете находиться. Вот тут, правда, какое-то благополучие, как в новом ключе. Вам действительно нужно что-то пересмотреть. У кого-то банально, может быть, договор найма, да, перезаключить. А у кого-то это будет касаться отношений, куда идут наши отношения, и будет ли новый уровень в отношениях, или какой-то путь, может быть, да, который связан, дорога, которая связана именно, к примеру, релокация офиса, да, или когда раньше вы, допустим, работали на дому, а теперь вы будете ездить в офис. Или наоборот, были вы в организации человеком работающим, а теперь вы будете осваивать какое-то что-то новое, да, как удаленную работу. Такое тоже могу допустить. Смотрим, что еще у вас совпало. Вот смотрите, вам как судьба открывает куда-то путь. Словно хочется сказать, куда надо, потому что как у нас и ключ совпал, так и сама по себе дорога. Но есть и то, что закрыто. Хочется сказать, что если была какая-то неразбериха, да, противоположное значение, вот тут вы понимаете, куда вы не пойдете, и в чем вам, как фортуна, судьба помогает, именно открывая путь. Какие возможности. Вы можете на что-то решиться, мои дорогие рыбы и рыбки. Это факт. И пока я с вами говорю, смотрю, что мы тут можем еще соединить, откровенно говоря, не вижу уже больше ничего. Обо всем мы с вами проговорили. Поэтому пойдем дальше. И узнают, так что же уйдет или от чего вы откажетесь сами, что завершится. Первая карта в колоде Таро. Ну, если что-то уходит, соответственно, а что придет взамен, что нового идет на ваш порог, с чем это будет связано или с кем. И третья карта, чего опасаться, за какие дела не браться. По основным сферам жизни, что ждет личная жизнь, любовь, вопросы, может быть, пары, ну и в целом взаимоотношения. Что ждет в финансах, хотя нам тут сказали деньги, но мало ли. Тут разные могут быть варианты. И по части ваших планов, достижений, работы, документов, важных встреч. Тоже чего ждать. И последняя карта. Так что же прояснится в декабре? Что уйдет? Вы не могли сделать выбор. Или словно был этот лабиринт. Ну вот мы уже об этом говорили. Выход из лабиринта я часто называю эту карту, какое-то однозначное решение. Причем у вас может быть так. Вы уже решение приняли когда-то прежде, а здесь вы будете что-то переигрывать. Видоизменять на какое-то новое решение. Вы можете точно так же отправиться куда-то, куда прежде не собирались. Ведь это меч, это всегда как направление. Чаще именно меч, он направлен острием вверх. Но в этой колоде нам как будто наоборот вниз. Но это своеобразная точка какого-то маршрута. Мы можем отчасти сказать, как жизнь делится на период до и после. Вот есть что-то, что ну, нам нужно как преодолеть. И в двух направлениях, и направо, и налево мы сразу не пойдем. И поэтому где-то нам философ изображен, выбор какой-то может быть. Но я тут вижу больше выбор, этот уже завершается. Значит, приходят какие-то иногда именно по этой карте информация, новость. И в зависимости от этого, что вы услышите, или какая обстановка вокруг вас, кстати, такое тоже может быть, вы с чем-то будете определяться. Но это будет уже означать какая-то часть вашей жизни. Вам как будто не захочется туда оборачиваться. Что же нового придет взамен? Знаете, тут самое главное не устроить какую-то конфронтацию. Вам может захотеться, ну так это условно захотеться. Не случайно, наверное, мечи. Вот я говорила, тревога или вызванная сомнениями. Может быть, какая-то до боли знакомая ситуация. По пятерке мечей это всегда как первая победа. И это не то, что у нас вот именно сейчас складывается, но может обостриться. Где-то карта больше дает совет о том, что не участвуй в каком-то конфликте, мои дорогие. Может быть, прежде вы как раз и поддавались. Вас легко было вывести, кстати, на этот конфликт.
А вот тут что новое? Кто-то будет пытаться, кто-то, потому что всегда пятерка мечей связана с какой-то персоной. Кто-то будет пытаться вас как будто, ну, знаете, через эмоции вывести на какие-то действия. А что это для вас значит? С чем или с кем это связано? Это может быть связано с близким человеком, тем не менее. А что еще? Это вы сами где-то, да? Или вопросы взаимоотношений? Возможно, вам нужно принять какое-то вот именно важное решение по части финансов и личной жизни. Ну, или место пребывания вашего дома, вашей семьи. И мы вот как раз и испытываем недостаток взаимопонимания и недостаток денег. Вот или денег маловато на ваш план, или не все одобряют, или что-то вот тут такое, знаете, как нашла коса на камень, когда и рад бы так, вот знаете, стартануть куда-то, а вот не получается. Нам где-то карта говорит, вторая, кстати, пятерка. Пятерка всегда недостаток. И здесь мы никогда не договоримся, потому что разные мнения, полярные как бы мнения у людей. И тут вот в этой конфронтации главное не расширять дистанцию конфликта, потому что контактировать вам с какой-то персоной придется. Вы не можете некоторых людей отменить в своей жизни, правда? У нас такое бывает достаточно часто. Но где-то, если вот такая деструктивная, да, позиция мы занимаем, может быть, сложновато, понимаете? Одно дело мы делаем выводы, да, и меняем отношения к другому человеку, обозначаем свои какие-то границы. Это одно. А другое дело, как мы это делаем. И если это через конфликт, явно не помогает. Где-то королева Вичаш тоже говорит, держи марку. Именно эмоциональную марку. Может быть, у тебя там внутри все горит. Но нет, тут вторая карта говорит, что будет конфликт. Значит, потом, ну, все равно придется как будто договариваться, понимаете? Тут как будто объединять придется и взаимодействие, контакты какие-то, и еще одновременно решение финансовых вопросов. Что же это за новое такое, хорошо забытое старое? Слушайте, мои дорогие, тут правда какая-то, ну, до боли знакомая история. Именно вам, все же карта ваша, 3 пятерки. 3 как недостатка. Правдивой информации будет тоже недостаток. Вас кто-то на эмоции вызывает, вам говорит, вот, кстати, будьте очень аккуратны с тем, что вы слышите. Потому что могут быть и фейки. Я должна сказать, даже планетарно, вот планетарные транзиты именно так конфигурируются и до конца января. Когда мы что-то услышали, нам кажется это абсолютно точно и верно, можно доверять, а потом мы понимаем, да нет, это или устаревшая информация, или уже что-то изменилось, это или вообще какая-то белиберда. Но это опять же, это противостояние. Вы можете понадеяться на того человека, мои дорогие, на которого надеяться не следует. Вот, кстати, допустим, может быть, и есть какая-то конфронтация, да, может быть, и есть какое-то несогласие, да, или ваше внутреннее такое состояние, что вообще не хочу ни с кем договариваться, надоели мне все. И вот на этой волне эмоций, а вы можете согласиться на то, куда вообще не следует идти, потому что по пятерке жезлов там нет результата. Мы рано или поздно понимаем, допустим, что конкретная персона была той, которая, ну, не совсем надежная, это правда. Человек иногда, который символизирует по пятерке жезлов, это те люди, которые быстро меняют свое мнение. Мы говорим, переобуваются в воздухе. Вот есть риск, вот это новое, видите, правда? Вот такие контакты у вас могут быть. Если мы говорим по пятерке пентаклей, это всегда люди, которым плохо и мало, мои дорогие. Ну вот если мы перекладываем, да, немножко так о матрице судьбы, которая больше, конечно, это не про Таро, а про покерную колоду карт, но это как раз у вас и выпадают младшие арканы. А сознательный человек ищет конфликты, это пятерка мечей. И вот все это через эмоции, а нам как будто туда не надо. Вот хочется сделать вот так, и давайте еще карту совет достанем. Что это за новое такое? Кстати, вам это все знакомо. Ну, в большинстве случаев. А ведь правда, тут вы знаете, словно начали дуть на молоко, да, или обожглись на молоке, начали дуть на воду, может быть, да, и на молоко тоже. Или начали какой-то конфликт, и вы знаете, как с конфликтом
выплеснуть ребенка. Вот есть такой момент, да, как в ушате, с водой выплеснуть ребенка. Такая вот поговорка есть, достаточно старая. И королева Пентаклей вообще-то это человек надежный. Но, может быть, это вы вдруг сомневаетесь в этом человеке. А я бы сказала, вы знаете, вас тут самих могут накрывать эмоции, но мы ведь как карту совет. Поэтому, как минимум, сохраняй, наверное, деньги, безусловно. Все контролируй. Новое, если мы говорим. И контакты с теми людьми, которые тобой проверены, надежные. Что еще? Какой совет? Неожиданно. А ведь правда, мои дорогие рыбы и рыбки, 3 королевы. Сплетни, мои дорогие. Искаженная информация. Тень на плетень. Один одно говорит, другой другое. Или, знаете, вам сложно определиться. Вы слушаете одного, второго, третьего. Или вы ищете советов. Сначала с одним свою ситуацию проговорили, потом с другим человеком. Один одно дает, как совет, а другой другое. Вот вы понимаете, вы только какой-то разлад именно из-за самих себя можете внести. Очень конкретно нам говорят карты. Вот такие новые энергии могут вас одолевать. Давайте мы узнаем, на что не соглашаться, чего опасаться. Карта будущего. Не торопиться, знаете, резко, как будто бросить все, да, или иногда мы можем с такими сильными эмоциями противодействия даже поругаться с кем-то, желая поставить в чем-то точку. А вот философ, да, а нужно к чему-то отнестись мудро. У вас не получится, знаете, одним рывком перепрыгнуть в будущее. Вам придется пройти какой-то путь, ну, словно искусством мелких шагов, неизбежно. А, Это то время, когда самому определяться на будущее шикарно. Но есть, видимо, в прошлом еще какие-то обязательства у кого-то из вас. Есть то, что вы не завершили. И пока вы это не завершите, как будто не получится вот так волнообразно или одним прыжком оказаться в завтрашнем дне. Карта будет говорить, ты наоборот как-то к этому подходи более вдумчиво, более разумно. Планы на будущее ты строй, но для того, чтобы у тебя осуществился какой-то план, ты сам должен понимать, в каком направлении ты готов двигаться, и надеяться где-то на самого себя. Потому что если ты будешь надеяться все время на людей, да, тут есть явно с учетом королевы, собственно, Пентаклей, да и королевы мечей, это тоже где-то надеяться на самого себя. Тут не время эмоциям, но, видимо, надежность, где-то финансовая стабильность и правильное решение. Вот это от вас потребует, потому что время как потребует, декабрь, потому как и новостей мы говорили много, люди, может быть, тут каждый немножко будет занят своим собственным благополучием. Что еще совет? Ну вот еще раз нам говорят, чего опасаться, за какое дело не браться. Всегда тройка– это карта будущего. Нет, ты еще словно не завершил некоторые вопросы. Может быть, у кого-то буквально документы еще не оформлены так, как нужно. Не подписаны какие-то контракты, договоры. Ты еще что-то не завершил. Или ты еще что-то не согласовал. Поэтому замечтаться нельзя, но вот продумывать, да, или подводить что-то к итогу, переделывать в хорошем ключе, да, или с новыми какими-то возможностями, которые у вас могут открыться, или коррекцией ваших планов. Вот это прекрасно. То есть мы не можем сразу куда-то попасть, мы говорим, в будущее, но подойти к этому периоду шаг за шагом вполне в наших силах. И решать, вот именно вам решать. Давайте посмотрим, чего ждать в личной жизни. Кто-то возьмется за обучение буквально дома, да? Кто-то будет продумывать работу на дому. Почему нет? Принцесса Пентаклей называется в этой колоде «Прилежная ученица». Вы можете изучать, как и навыки какие-то приобретать, да? Или искать нужную информацию. Кто-то начнет учить языки, кто-то языки программирования. Для кого-то из вас это вообще вопросы, может быть, связанные с вашими детьми, мои дорогие, даже с детьми взрослыми. Но есть какая-то тема, которая касается или вашей личной жизни, или вашей личности. Надо к этому подойти, опять же, вдумчиво, что-то изучить.
И тогда у вас получится что-то осуществить. По тузу Пентаклей это может быть, правда, работа на дому или поиск таких вариантов. И тогда иногда это как предложение, известие или, может быть, это вы ищете варианты и найдете какой-то самый удобоваримый, приемлемый для вас. По крайней мере, тут как удача, ведь все-таки туз Пентаклей– это начало-начал. И у кого-то начало-начал именно по части финансов и вашей работы. А с учетом Урана, Уран все дробит, мои дорогие, поэтому был, допустим, один источник дохода, а теперь было бы неплохо два. Или лежали ваши деньги, хранились, да, где-то в одном месте или на одном банковском счету, а здесь подумать, чтобы на двух, может быть, разные валюты. То есть вот дробление, да, какое-то. Нам две карты пентаклевые, но почему-то на личную жизнь. Значит, я тут больше вижу, тем не менее, вопросы достижений, но они могут, или финансовая тема, напрямую совпадать с какой-то любовной историей. А что ж в финансах? По семерке жезлов, знаете, считать буквально приходится. Куда-то не потратить, потому что это на нас кто-то воздействует, дабы мы с чем-то либо согласились, проучаствовали, потратили опять же деньги, а они как будто вам понадобятся. Еще одна карта вторит, как будто и умей вот так ненавязчиво отступать полшага назад и уходить в тень. В тех вопросах, которые, может быть, и достигают какого-то накала. Но, тем не менее, это, знаете, как не согласиться под давлением кого-либо. И если про финансы, на ненужные траты. Вот конкретно карта дает совет. Хотя деньги, тут вроде как деньги есть, а что это еще? Вот так, слушайте, правда, вы будете, посмотрите, 3 туза. Время важных выводов. Время важных решений. Хотя и сложных, мои дорогие. И личная жизнь, и финансы. Ну, правда, у вас все взаимосвязано. Но и к этому еще и как-то много персонажей. Ваши достижения. Очень символично, да, все то, что мы с вами. У вас, правда, какой-то, может быть, решающий период, декабрь. Хотя больше планетарно где-то первая половина месяца будет активна. Но мы же все разные. Дорога к свету, так называется старший аркан. Избавление от боли, избавление от страданий. Мы как будто не оглядываемся назад. Нам отсюда только вперед. Но есть какая-то невидимая демаркационная линия между прошлым и будущим. И это касается, опять же, ваших достижений, работы, планов, документов, важных встреч, контактов, людей. Все вместе, знаете, все смешалось вот как-то у вас в декабре. Но, может быть, да, ночь наиболее темна перед самым рассветом. Может быть, прежде вы, да, вот какую-то политику нейтралитета тоже держали, да, но сколько ты ее не держи, но вы-то сами не можете вот как бы в два направления двигаться, как мы говорили. Вот пусть мы, это не значит, что мы кому-то что-то доказываем, но для самих себя вам явно с чем-то нужно определяться. И вам, кстати, как высшие силы в этом помогают. Поэтому время чудесное, правда. Как выйти из какого-то очень сложного периода, который сопровождался, может быть, и конфликтами, какими-то пустыми обещаниями ненужными, или когда вы не решались на что-то. Вот здесь вы можете решиться. И это больше и самодоверие самому себе. Что же у вас прояснится? Вопросы дома прояснятся. Вопросы финансов могут проясниться. Карта «Праздник после победы». Жезлы– это больше дела, работа, бизнес. Но нам где-то вокруг этой истории все значения карт, по сути дела. Есть она личная жизнь, да, она никуда не делась. Но вот и есть, видимо, наступает время заняться документами, может быть, какими-то, или разобраться в каком-то вопросе тут, когда в более какую-то красивую траекторию у вас выстроятся многие существенные вопросы, которые, пусть это личной жизни, пусть вашей работы и заработков, или буквально место пребывания. Но у вас, мои дорогие рыбы и рыбки, к концу декабря как будто праздник победы. После победы вам карты обещают. Но, понятно, мы все разные. Поэтому есть то, что вы завершаете.
А вот, видимо, потом, да, но еще не в декабре. Может быть, это будет даже в феврале, потому что ретро-уран у нас с вами до 4 февраля. Вот до 4 февраля даже планетарно. Она, знаете, вот такая путаница она может быть. Тут не время что-то новое начинать. Рушить старое и начинать. Позвольте завершиться тому, что завершается. Неважно, чего это касается. Но наоборот, для себя больше определить. Или подписать важные бумаги. Чтобы потом, в будущем, когда уже планета Уран перейдет в прямое движение. И, кстати, останется тоже в знаке зодиака Телец. На вас, мои дорогие рыбы, это тоже оказывает влияние. Но там уже после 4 февраля, там уже шаг за шагом до 26 апреля мы будем видеть более четкие ориентиры. Поэтому, может быть, сейчас-то вот и не время делать такой какой-то грандиозный забег в будущее, а вот все расставить по местам и для себя определить, чего же вы хотите. Самое время. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. Я благодарю за вашу душевность, за то, что вы мне пишете свои жизненные истории и добрые комментарии, оказываете спонсорскую помощь и поддержку. Я вас люблю, мои дорогие. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.